Ой-ой-ой-ой-ой. Сильный ветер. Ложка, надо сделать укрытие, пока не поздно. Знаете, ребят, меня скорее тревожит, что нас может занести песком и дышать будет нечем. Вы даже не знаете, зачем вам нужны огни. Вы даже не знаете, где находится отправление. Да уж, фраза, которую произнес Серебрянолицый перед смертью, и правда заставляет задуматься. Неужели огонь это не только защита, но и ключ? Есть у меня одна мысль насчет этого, сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы узнали про некое отправление. Данное слово «отправление» открылось нам перед смертью Серебрянолицего прямо в конце предыдущей серии. Но уже за такой короткий срок успел задать кучу вопросов. Как я понял, отправление — это некое место, которое нельзя активировать или в которое нельзя попасть, не собрав все огни, то есть ключи. Возможно, это даже не место, а некое такое человеческое восприятие о чем-то. Но, перед съемкой я вспомнил предсказание красавицы. Он всем откроет нам, нисколько не таясь, пути к чужим мирам, сквозь артефактов связь. Не тяжело догадаться, что под артефактами подразумеваются огни. И раз уж огни собираются у меня, то получается вот эта вот первая строчка должна читаться как «Ложка всем откроет нам». Если раньше мы до этого только догадывались, то сейчас это как будто мега очевидно. А что самое главное, даже спустя десятки серий мы понимаем, что это предсказание до сих пор не сбылось. То есть, нисколько не таясь, откроет нам пути к чужим мирам. С помощью чего? Артефактов, да. Но где мы все это откроем? Насчет этого мы даже ни разу не задумывались. Мы явно не просто возьмем все эти артефакты, положим рядом друг с другом и такие: бабам, ура, новые миры, конец. Для этого, скорее всего, должно быть некое место. И вот это вот отправление, как будто идеально подходящее загадочное слово. Загадочное место. Короче, тяжелая информация, но по полочкам вроде более-менее разложили. А теперь перейдем к самому сладкому. Хе-хе-хе. У меня тут скоробеи есть. Раз, два. Отлично. Как вы помните, на протяжении всех этих серий я копил скоробеев и ни разу не тратил. Именно поэтому сегодня, наконец-то, пора. Эй, здравствуйте, статуя бога фараона. Так, надо немного прокачаться. Напомню то, что я прокачиваюсь до египетской силы, а для этого нужен бой 40-го уровня. Сейчас у меня 28-й. Способности. Когда здоровье игрока опускается ниже 30% от максимального, накладывает на игрока поглощение, регенерацию, сопротивление и огнестойкость. Так, бой 28-й, раз, два, теперь 30-й. Но, блин, нужно еще 10 уровней. Получается, я покупаю, наверное, золотых скоробеев. Раз, два, три, 4, 5. Теперь прокачиваю бой. Становится 35-й. У меня появляется дополнительный урон, появляется дополнительное сопротивление урону. Про это не стоит забывать. И нам остается всего 5 уровней. Ой, боже, как долго эта прокачка идет-то, а? Эй, парень! Что? О! Вилли. О, привет, Ложка. Привет. Рад видеть, что ты в порядке. Слушай, раз уж мы тут с тобой столкнулись, не составишь мне компанию? Я иду к гадалке, чтобы она помогла мне с домашним заданием сына. Вот. Ну, просто, понимаешь, я сам-то в школу не ходил никогда. Совершенно ничего не понимаю. И когда он ко мне приходит с вопросами этими, я вообще теряюсь. О, вот, ты сам послушай, какая задачка. Где-то она, вот-то. 5 каменщиков в начале рабочей недели получили равное количество кирпича. Когда 3 из них израсходовали по 331 кирпичу, то у них осталось столько кирпичей, сколько в начале получили другие 2 каменщика. Сколько всего кирпичей получили каменщики в начале недели. Вот такая вот задачка-то. Как тебя? Кажется, понимаю. Вот и я так же подумал. Было бы здорово сходить к гадалке. Она ж ясновидящая, как-никак. Правда, вот один-то я стесняюсь. Никогда раньше такого не делал. Ну, пойдем посмотрим, что там эта гадалка тебе расскажет. Подожди, ну ответ же вроде 993, нет? Я просто уже в уме решил. Так. Окей.
Давай сходим, посмотрим. Что привело вас ко мне сегодня, путники? О, помогите мне решить математическую задачку сына, пожалуйста. Хорошо. Что он делает? Воу! Фига. Ответ, который ты ищешь, абрикос. Что? Абрикос? Ну и там задачка про строителей. Да, слушай, Вилли, пойдем-ка. Мне кажется, эта гадалка это плохой вариант. Что, абрикос, вы что, издеваетесь? Какой к черту абрикос? О, черт, что же мне теперь делать? Так, Вилли, тут и к гадалке не ходи. Проверь себя через умную камеру. Чего? Умная камера? Это что, тоже какая-то ясновидящая? О нет, Вилли, умная камера это нечто большее, и она находится в приложении Яндекс Алиса. Через это приложение ты можешь проверять свои решения, находить ошибки и многое другое. Просто наведи умную камеру на уравнение, и приложение само подскажет тебе, как его решить. Удобно, правда? При помощи Яндекс Алисы ты можешь сканировать документы, переводить текста, находить информацию и, опять же, многое другое. Вилли, я тебе больше скажу, ты можешь не только помочь сыну задачку решить, но и, например, сказку на ночь придумать. Просто скажи: Алиса, давай придумаем. А затем опиши, о чем будет твоя история. И Алиса сама придумает целую историю на ночь. В общем, я думаю, ты разберешься. Ну, батюшки, ну дела. О, ладно, Лолошка. Ха. Что ж, ты меня раньше-то с такой умной женщиной не познакомила, а? Спасибо тебе большое. Ладно, давай, мне работать надо. Драпанул, нифига себе. Пока! Ну, хоть спасибо сказал. А я домой. О, и, кстати, ссылка в описании. Да, ё-моё, серьезно? Ребята, у меня сейчас дилемма. Я, оказывается, целых 2 минуты не записывал. И я, на самом деле, кое-что важное сделал. Я прокачал клык Роноса. Представляете, я только что потратил все железные скоробеи. У меня их было 6, стало 0. Прокачал клык Роноса с 0 до 2 уровня. И все полученные очки потратил на яд Роноса. Теперь у меня здесь не 0 из 5, а 2 из 5. Короче, длительность отравления теперь не 3 секунды, а 7. Дальность не 2 блока, а почти 3. И сила отравления не 1 уровня, а 3. То есть, чисто теоретически, я могу теперь один раз ударить и просто смотреть, как кто-то умирает. Я знаю, что ты здесь. Я вхожу. Умирает. О, ну, доброе утро, незнакомец. Здравствуйте. А ведь действительно, я так и не узнала твоего имени. А уж, бывает. Знаешь, Акетра в один из первых дней вашего пребывания, парень, спросила меня, что я знаю про всех этих людей в масках. И, кажется, она-то была удовлетворена моим ответом. Но вот ты же так и не перестал меня в чем-то подозревать, да? Тяжелую жизнь приходится тебе вести. Ох, тяжелую. Я не могу знать, через что вам пришлось с Акетрой уже пройти и что только предстоит. Но, парень, я знаю, что значит все время скрываться. Я знаю, что такое не знать, кому можно доверять. И я знаю, каково это, когда, доверяясь кому-то, доверяешь сразу всю свою жизнь. Я не хотела выходить замуж за отца Джамиля. Он был плохим человеком. Но меня вынудили. Обстоятельства, семья, преследование со стороны фараона. Это было ужасное для меня время. Все это время я должна была строить из себя примерную жену, счастливую в браке. Я боялась кому-то открыться, рассказать, насколько я на самом деле его ненавижу. Но ты, малыш, ты не должен всегда страдать. Поверь мне, Лейла знает, о чем говорит. Я нашла своих людей, нашла тех, с кем я могла просто расслабиться и быть собой. И я счастлива, что смогла и Джамилю показать, что ему не обязательно быть как его отец. Ха! Через какие бы битвы ты, малыш, не проходил внутри тебя или со всем миром, всегда, знай, всегда найдутся люди, которые будут разделять твое мнение, которые поддержат тебя, как бы плохо тебе ни было. Сынок, найди в этом жестоком мире этих людей, найди их, тех, кого тебе не придется подозревать, и никогда, слышишь, никогда не позволяй себе усомниться. Ой.
Твоя госпожа очень похожа на человека, которому можно доверять. Держись за нее, парень. Не потеряй своего счастья. И никогда, опять же, слышишь, никогда не выходи замуж за ненавистного тебе мужчину. Ладно уж, беги. Твои друзья уже готовы двинуться дальше в путь. Если что, мои двери всегда открыты. Для всех отвергнутых, непринятых, непонятых. В том числе и для вашей необычной компании. В общем, чао. О. Так ты ничего не... Погоди, ты в итоге не та Лейла из записок? Или ты опять решила подозрение свести к минимуму? Какой противоречивый персонаж, да? То есть вот у нас есть Лейла, которая в записках. Во, письмо. Л, СМ, Л. И вот непонятно, кто это Лейла. Это какая-то другая, да? Короче, в любом случае, тут у нас уже все собираются. Привет. Чё, как он? Эй, Абди, хватит убираться. Побереги силы. Нам предстоит сегодня сложный путь. Ты лучше проверь, ничего ли ты не забыл. Не, Хануф, нет, мы так не можем. Мы должны показать хозяйке Лейли свою благодарность за приют. Вот. В этом весь Абди, в это веришь. Господи, бога ради. Абди, пожалуйста, не мети в мою сторону. Мне и так тяжело дышать. Ой. Да, леди Акетра, я уже ухожу. Спасибо, Абди. Блин, слушайте, ребята, кажется, я опять набрал слишком много еды. Даже не представляю, как мы это все повезем-то. О, насчет повезем. Куда запропастился Джамиль? Он же должен был заняться верблюдами. Нет, госпожа. Джамиль заглядывал полчаса назад. Он сказал, что все в порядке. Он скоро придет, чтобы помочь с сумками. Ну ладно, хоть здесь хорошие новости. Ой, кстати, представляете, Итого, ребят, это мне мы походу надо будет заказать себе новые штаны в Мемфисатоне. Я надеюсь, мы там пробудем хотя бы пару дней. На водяной жирной рыбе я потолстел. Теперь еле-еле влезаю в эти штаны. Смотри, чтобы они на тебе не лопнули, когда будешь на верблюда лезть. Ты гений! Решено! Я буду идти пешком по пустыне! Я пойду пешком, пока штаны не станут мне как раз! Что вы там... Сдерик, не ведись, пожалуйста, на провокации Хануф. Она же просто подшучивает над тобой. О, леди Акетра, а что если у меня действительно порвутся штаны? Я же как минимум не такой, как Синбад. Я не могу гордиться своей неловкостью. Значит, ты будешь ехать на верблюде сидя. Никто ничего не увидит, Сдерик. А Хануф, как заботливая помощница и служанка, зашьет тебе штаны, если это случится. О, ну ладно, тогда хорошо, спасибо. Я бы, честно, не хотел идти всю дорогу по раскаленному песку. О, господи. Иногда мне даже кажется, что я скучаю по работе с детьми. Но, пообщавшись с вами, понимаю, что мне просто так кажется. Ты-то, кстати, Лолошка, надеюсь, все собрал? Не переживай, что у тебя порвутся штанишки. Не хочешь подмести пол? Ладно, ты готов отправляться? Господи, на нервах. Ладно, да, я готов, у меня все готово. Ну, слава богу. Я уже испугалась, что я единственный взрослый человек на этой вилле. О, как это мы заговорили. А как же я, дорогая леди? Простите, Лейла, я не имела вас в виду и... Тихо ты, я шучу, Акетра. Выдохни, девочка. Ты отлично справляешься. Поверь мне, все будет хорошо. Ой, Хара, да ты напряженнее, чем я была, когда рожала своего первого. Вы можете... О, господи, вы... Ну вот, о чем я и говорю. Ладно, мои сладкие, хорошего вам пути. Да сохранит ваши души, княв Мтити. О, княв Мтити. Хозяйка, большое вам спасибо за ваш теплый приют. Чего? Да мне ж даже для вас делать ничего не пришлось. Ты сам и за продуктами бегал, и уборку делал. Вы идеальные гости. Таким-то уж я всегда рада. Ну идите ко мне. Давайте хоть на прощание обниму вас, что ли. О, как мило. О, господи. Пока, Лейла. Надеюсь, что она реально добрячка-добрячная. Ну, я уже на самом деле понимаю, что это разная, другая, точнее, Лейла. Так что все окей. Все будет хорошо. Ну что ж, ребята,
наше короткое пребывание на курорте подошло к концу. Ах, как бы хотелось, чтобы мы действительно просто отдыхали все это время. За мной. Отправляемся в путь дорогу. Так, в итоге у нас идет Абди, идет Хануф, идет Сдерик. Короче, все собрались. И нам, получается, прямо сейчас к верблюду надо. Господи, Сдерик. Я как-нибудь спасу тебя. Боже, я его немного толкнул, поэтому он застрял. Прости. Я помогу тебе. Все, иди. Это мы закрываем. Никто ничего не видел. Да что ж такое, Акедра? Ну что ж ты делаешь-то? А ну дай сюда. Не тащи сама. О, другое дело. За мной, ребята. Верблюду тут совсем рядом. Окей-доки. Значит, все-таки с верблюдами все будет окей, да? Ну что, я слышал, вы собираетесь куда-то на восток Да, и... да, Джамиль. И мы будем очень рады, если ты отправишься с нами. Эх, Акетра. Я бы очень хотел. Мне нравится приключения с вами. Да, Так, но... Но, как бы, я решил остаться на некоторое время с Лейлой. Я внезапно осознал, как давно я ее не видел. И как на самом деле соскучился по ней, понимаете? Ах, простите. И вы, и ты... Да ладно. Я же, правда, надеюсь, вы понимаете меня? Ой, Джамиль, иди сюда. Оу, господи, Акетра. Ну, конечно же мы все понимаем. Да. Конечно, понимаем. Джамиль, знай, Лейла потрясающая женщина. Я с ней себя чувствовал как с мамой. Да. О, это она умеет, да уж. Друзья, спасибо вам. Пишите мне из Мемфисатона. Обязательно. Да знать бы, что такое Мемфисатон, я так понимаю, город... О, кстати, чуть не забыл. Масалама! И удачи. Фу. Ну что, ребята, в путь. В путь. В Мемфисатон... Ух ты, как красиво. Ой, о боже, эти сцены, эти кат-сцены, эти переходы, каждый раз восхищаюсь. Так, получается, мы сейчас идем в некий Мемфисатон, который находится около Лазатепового пролива, да? Туда, в эту сторону пошла Дана, мы помним, это находится на востоке. И именно там находится спрятанная лодка Вилли. То есть, нам очень жестко везет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Сильный ветер. Абзи, видимо, со мной хочет поговорить. Эй, ложка, буря усиливается. Нам лучше переждать. Ой, мы реально переждем. Что, Сдерик? Что, мы строить что-то будем сейчас, реально? Ложка, надо сделать укрытие, пока не поздно. О, нифига, как это клево показывается. Вау! Блин, ну... Это еще одна чудо-катсцена, ребят. Подобных катсцен еще ни разу не показывали. Ай да красавчик, Сдерик. В темноте построили огромный дом. Ну, может, не такой огромный, но дом. Так. Прикольно здесь. Ветер где-то завывает, а нам пофигу. Да уж, тесновато здесь. Сяду-ка я где-нибудь вот тут. Да уж, надеюсь, буря к утру утихнет. Знаете, ребят, меня скорее тревожит, что нас может занести песком и дышать будет нечем. Ты что такое говоришь, Абди? Ой, я просто в целом, если судить по размеру помещения, которое мы успели построить, то... И, как бы если учитывать то, что тут нас 5, плюс все нервничают, а значит чаще дышат, то... Эй, Абди, тихо, пожалуйста, прекрати. Если мы почувствуем нехватку кислорода, то как-нибудь выберемся, окей? Да, ладно. Простите, госпожа. Я не хотел вас пугать, честно. О, а знаете, что я скажу? Я читал, что в пустынях лежат сотни трупов. Просто про них никто не знает. Сдерик! Да, боже, да что? Что с Дерек-то сразу? Я просто пытаюсь беседу поддержать, не более. Ой, ну ты, конечно... Знаете, когда мы были с Халимой маленькими, мы часто оставались ночевать друг у друга. Мама Халимы была очень доброй женщиной. Если мне было страшно засыпать, она всегда спрашивала меня, где живет мой страх. Иногда у меня дрожали колени, и тогда она щекотала меня, чтобы прогнать страх оттуда. Иногда сосала под ложечкой, и тогда мы пили сладкую воду. Сейчас же у меня очень-очень колотится в груди. Как изгнать такой страх? О, кажется, я знаю. Нам нужно всем глубоко-глубоко подышать. Что? Но ты же сказал, что у нас тогда воздух закончится. О, не, Хануф. Я был неправ, я неправ был. Дышь.
Давай, Хануф, повторяй за мной. Вот, молодец. Да ладно, это реально всех успокоило. Как это мило. Эй, Лолушка, а ты чего не спишь? Знаешь, я так волнуюсь за наших верблюдов. Не стоило, наверное, их все-таки оставлять снаружи-то, да? Появление бога-фараона на публике состоится уже через месяц. Госпожа Акетра сказала мне, что ты хотел вроде как увидеть его. Он, знаешь, он, если что, выходит на балконе главного храма. Его там почти не видно. На площади перед храмом собирается огромная толпа. В давке каждый год погибает огромное количество людей. Его голос разносится над головами, как будто стремится куда-то далеко-далеко за пределы. Довольно, знаешь ли, красивое зрелище. Да, впечатляет, очень сильно впечатляет. Только вот сколько бы я ни пытался послушать его речь, я так и не мог понять ее смысла. Что бы он ни говорил, все слова привязаны создать какую-то красивую картинку, а не донести мысль. Да уж. Ой. Ты, кстати, заметил? Стало тихо, нет? Слушай. Эй, ребята. Давай, Лолошка, ты буди госпожу. А, понял, окей. Госпожа? Леди? Как вас? А, погладить. Что? Где мы? О, господи. Что про... Ой. Эй, тише, леди, успокойтесь. Буря закончилась. Мы можем выходить. Да, мы можем выходить. Хануф, ты-то встанешь, нет? Абди? Чё ты на меня смотришь? Поговорить? Поговорить? Алло! Так, может быть, мне просто копать начать? Где? Вот здесь? О, ты погляди, сколько ж песка нанесло за это время, а? Надежда найти наших верблюдов становится все более... призрачными. Тише, Сдерик. Ничего. Главное, что мы выжили. Лолошка, продолжай копать. Так, ох, как занесло-то, ребята, офигеть! То есть мы построили, значит, вот такую офигенную будочку, а песка тут на 3-4 блока вверх, а то и выше. Ладно, я попытаюсь. Ох. Обалдеть. Вот это нас занесло. Ну, верблюды, кстати, стоят. Давайте, выходим, все нормально. Господи, как же много песка, как же много песка-то, а? Ой-ой-ой, родимые, живые мои! Эй, Сдерик, ты что, не видишь? Их всего 2. Но, леди, да, но это же лучше, чем ничего. Справедливо. Абди молодец. Ага. Вот как. Что-то мне это уже не нравится. Почему мы идем пешком? На верблюда Да ну сядет? живо сказали, какому богу поклоняетесь? Что? Простите, с каких пор этот вопрос задается на входе в город? Я спрашиваю еще раз, какому богу поклоняетесь? Ладно. Хетентепу. Окей. Значит так, вы все должны определиться, на какой стороне будете жить в Мемфисатоне. Что значит на какой стороне? Слушай меня сюда, парень. В Мемфисатоне вы либо на стороне Монто, либо на стороне Роноса. Признаюсь честно, я бы на вашем месте выбирал Роноса. А я бы выбрал Монто. Эй, слышишь? Мы же уже обсуждали, что Ронос сильнее, поэтому на его стороне безопаснее. А я тебе еще раз повторяю, Монту изобретательнее и трудолюбивей. Ух ты. А что, неправда? Мне кажется, ты слишком тупой, чтобы понять, что Ронос слишком тупой, как и ты. Давай. Ну иди сюда. Это ты Ложка. вздумал оскорблять меня и Роноса, Я думаю, да? ты понимаешь, Я что тебе делать. сейчас покажу, я тебе покажу. Ребята, Это я тебе за сейчас мной. покажу, пусть они лучше выберут Монто. Монто куда круче, он и сильный. Мне кажется, они оба слишком тупые. О боже! Сторонник я Роноса, сказал, сторонник Ронос Монту. круче. Тоже дерутся, Нет, ты погляди, Монту а! круче. Капец, куда мы прибыли? Боже, ты погляди, какой город! Охренеть! Каждый раз опять новые города! Я удивляюсь, сколько сил Так, вложено ребята, в не построение всех отвлекаемся. этих строений. Так, куда же нам... О, смотрите! Статуя Хетентепа прямо перед гостиницей. Кажется, я знаю, где мы сегодня остановимся. За мной. Ну ладно, понял. Так, в итоге, что это за место? Божественное пристанище. Блин, как будто я такое уже где-то слышал. Офигеть, ребята, вы понимаете, что мы опять попали в какой-то, мать его, город?
Я не перестаю удивляться тому, насколько несгибаемая воля у разработчиков этого сезона. Мало того, что они создают эти города, так они их запихивают контентом только так, что кажется, что все, хватит. Но нет! Мы сейчас прибыли в город, который активно враждует друг с другом. Здесь буквально, скажем, не знаю, как это описать, но, в общем, что-то типа зарождения гражданской войны. О, вы посмотрите, что делают, а? То есть... Сторонники Роноса сражаются со сторонниками Монту. Обалдеть, я хочу в который раз похлопать, но я просто не могу этого не делать. Ну, слишком крутая проработка. Ты в это веришь, реально ведь веришь. О, Роноса делают, ты погляди. Офигеть. Скульптор. Но ты не такой крутой скульптор, как наш скульптор. Короче, так, божественное пристанище. Заходим. О, кого я вижу? Добро пожаловать в божественное пристанище. Место, где сторонники ХТНТ помогут укрыться от войны Монту и Роноса. У нас есть большая библиотека и несколько уютных номеров. Что вас интересует? Мы бы хотели снять номер для меня и моих 4 слуг. Да, конечно, без проблем. Единственное, должен вас всех предупредить. У нас нельзя спорить на божественные темы, иначе мы будем вынуждены просить вас удалиться. Без возмещения стоимости проживания, если что. Да, конечно. Я уважаю ваш нейтралитет. О, это прекрасно. Следуйте за мной. Видимо, мы ему понравились. Мы не стали ничего доказывать. Он, видимо, уже так устал от этих споров. Так, это у нас отель. О, ключики тут. И ведь реально, даже отель проработан. Ты погляди. Ключики. Ну ладно, это не прям что великая проработка, но деталей здесь хватает. Для какого-то здания, в котором мы явно побудем, ну, дай бог, 2-3 серии, видимо. Вот, прошу. Пожалуйста, располагайтесь. Я пойду. Окей. Подожди, что это? Все? Устали? Ой, да, Лулошка. Как же я устала. Сейчас приму ванную, вымою весь песок из волос и великолепно вздремну. Или сначала вздремну, потом приму ванну и снова вздремну. Вы ведете себя как кошка, госпожа. Со мной бывает такое. Особенно если до этого последний раз я спала в песчаном укрытии. На песке, где вокруг был только песок, а за пределами укрытия песчаная буря. Ой, знаете, так, ладно, я приготовлю что-нибудь для госпожи покушать, когда она проснется. Понял? Я тогда помогу тебе, Хануф. А я тогда уберу весь тот песок, что мы притащили на себе. Ну вот и порешали. Лолошка, ты, наверное, можешь пойти погулять по городу. Все равно нас тут как-то слишком много. Спасибо! Я могу ничего не делать. Шикарно! Ванна. Кстати, тут даже есть ароматические масла. Акетра уже дрыхнет, понятно. Так, и в итоге весь этот номер наш, да? Неужели у Акетры настолько много денег, что мы можем... Что? Стойка для брони, господи. Сюда можно зайти! Офигеть! А я-то думал, что по этим дверям нельзя нажать. Крутяк. Так вот, неужели у Акетры настолько много денег, что она может позволить себе тупо зайти и снять огромную виллу? Ну или что это? Отель, да. Огромный отель. Так, портье. Можем ли мы с вами как-то побазарить? Поболтать? Нет? Давайте тогда выйдем. Мы можем это сделать, это хорошо. Так, и... Добро пожаловать в Мемфисатон. Непонятно, где, что на что делится. О, школа. Что? Фига, прям полноценная школа? Ой, так тут еще и эти торговцы, с которыми я могу поторговаться. Обалдеть. Рисовый тюк, ящик со свеклой. Какая же крутая проработка, а. Каждый раз удивляюсь. О, а вот дерево, кстати, я куплю. Я думаю, то, что мне на будущее пригодится. У меня, оказывается, есть. Тогда не куплю. Пока. Интересно. В итоге, что это за школа тут у нас такая? Ой, простите. Не шумите. Смотри, там люди что-то читают. Детишки маленькие. Да тихо вы, чё вы шумите-то? Заткнитесь. Судя по вот этому одеянию, это у нас школа Монту. Может быть, конечно, Роноса, потому что тут красный цвет, но пока непонятно. Ой, господи. О, боже мой, я даже не буду встревать. Бляха! Что происходит? Что? Я думал, это за мной. Пойдем тогда в эту сторону посмотрим. Что там? Батюшки мои, что? Обалдеть. Я хочу просто, знаете, снять серию, где я 30 минут хлопаю разработчикам. Все, и больше ничего не делаю. Так,
сторонник Роноса. Поговорим? Да благослови меня на этот бой, Ронос. Понял, ладно. Так, да, я понял. Короче, вот эта сторона делится на сторонников Роноса, а вот та на сторонников Монту. Потому что, видите, тут даже в школе учитель в зеленом. А ученики у нас тоже в зеленом, кстати. Да, это очень характерная деталь, сразу можно понять. То есть это прям дележка. Сверху зеленая зона, снизу красная зона. Но при этом характерно то, что прямо посередине огромный храм, который... тоже разделен, ты погляди! Господи! Ну, честно говоря, если бы у меня был выбор Монту или Ронос, я бы выбрал Монту, потому что, ты не знаю, как-то бесконечные драки, это не так интересно, как будто. То есть, да, возможно, силой в этом мире, в Мисре многое можно добиться, и здесь это в почете. Труд, или как там, терпение и труд, все перетрут. Поэтому я за Монту. Сторонники Монту, сразу видно, трудятся, глиняные горшки лепят, выращивают, что это? Картофель или это морковка, тут тоже выращивают. Интересно, а как на второй половине, как у Роноса? То есть мы видим то, что здесь характерно то, что все трудятся. И самое главное, даже на стороне Роноса статую Роноса создают именно сторонники Монту. Окей. Так, бегают тут что-то. Оу. Воин. Здрасте. У вас тут кукушка в крови. Дерутся. Кинь гнилой помидор в проигравшего. 1. Ой, слушай, а давай. Давай попробуем. Так, кто тут у нас проигравший? Плевать, ты будешь. Все? Я все правильно сделал? Что ж, ладно, все это можно изучать и изучать. Мне правда нужно это сделать по-любому, но на этом я, наверное, буду постепенно лучше заканчивать, а то это можно сейчас продолжать и на десятки минут, и на 30 минут. И из-за всего этого продолжения я могу забыть сказать: ребята, не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайки, потому что вся ваша поддержка в виде этих нажатий — это самая громадная поддержка, которая заряжает мотивацией и позволяет создавать то, что вы видите перед собой. Сезон 13 огней. С каждым годом мы пытаемся быть все круче, лучше. И мы не забываем, что мало того, что вселенная стремится к порядку, так и дальше больше. И очень надеемся, то, что в эквиваленте лайков все будет тоже только увеличиваться. Большущее вам спасибо. Можете, кстати, мерч какой-нибудь приобрести, мироходец.ру. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Мемфисатон, новый город. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.